Так, ну что, у нас уже понедельник. Посмотрите на красоту. Вот это вот как начинается вот этот период вот этих загаров странных. Ну, это капец. Вот эти там полоски, на ногах полоски, на руках полоски. У меня вчера вроде эту повязку на голову одевала от солнца. Вот свою. И скажите, вроде бы так натягивала до краевой, мне казалось. В итоге все равно, посмотрите, сантиметр или 0,5, сколько там белая полоса. Вообще красота. Так, утро не задалось, как-то забыла, как всегда, что-то, возвращалась уже. Сижу такая, расстроилась, потом думаю, так, успокойся, это не самое важное, страшное. Как будет, так и будет, не загоняйся. Фух. Поэтому выдохнула и решила лучше с вами поговорить, чем сидеть, когда вот разгонять в себе чувство вины, знаете, и этого недовольства к себе. Уже все равно ничего не исправишь. Толку вот это вот. Ой, ладно, драма идет. Девочки, всем хорошего дня. Утром я шла здесь, был просто неописуемый срач. Вот это то, что сейчас, вот это все цветочки. Вот. Потом я приехала вот полчаса назад. Было более-менее. Ну, видимо, видно было, что поубирали утром службы. Несмотря на то, что сегодня выходной день, мусор забрали, поубирали. Вот я просто дома переоделась. Вот. Ну, там кое-что мне нужно было еще взять. И вот снова идут. Спустя полчаса уже сами видели, что творится. Я вообще не понимаю, что это такое. Почему-то что-то за контингент. Почему они так не берегут чужой труд и вот это вот ощущение чистоты. Ну, вот просто вообще в голове просто не укладывается. И женщины в основном приводят же этих детей, сидят и мусорят больше, чем кто бы то ни было. Да, удивительная, конечно, такая ситуация. Ну, непонятно просто, как можно брать и вот до такой степени сорить. Эти салфетки куча. Вся эта площадка окружена мусорниками. Вся. И для крупного мусора, и для такого вот мелкого, карманного. И к вечеру вы бы видели, что там будет. Это будет просто помойка. Помойка натуральная. И плюс вот этот весь мусор, он еще забивает стоки. И потом там еще время от времени еще стоит вода. Вот. Ну, стекает на дорогу просто. Да, не знаю, почему никакие меры они против этого не принимают. Я не знаю, честно, но это ужасно. Наконец-то сегодня, девочки, этот день закончился. Я, на самом деле, сегодня очень устала. Очень много чего сегодня сделала. Вот, жара. Ноги отекают. Вот, и вроде бы как бы и есть хочется, и с другой стороны вроде бы не хочется. Сделала себе лаваш с творогом. Помидоры не оказалось и укроп, поэтому просто с творогом лаваш. Вот, и чай себе сделала. И купила, сегодня еще зашла, был, ну, короткий день был в нашем магазине, вот этом микс-маркете. Купила вот эту закуску с баклажан. Девочки, она нереально вкусная. Она точно вот как вот эти вот баклажаны по-грузински. Я вам еще раз покажу сейчас. Вот именно вот это вообще ни грамма ни кислоты, ни уксуса, ни какой-то солености, ни каких-то специй. Именно вот как домашние наши баклажаны по-грузински мы делали. Ну, они очень-очень вкусные. Мне редко когда нравятся вот такие вот, ну, готовые заводские. Ну, кроме кабачковой икры, конечно. Вот потому что обычно что-то, да, как бы находится какой-то там нюанс. Вот. Очень вкусно. Поэтому, может быть, кому попадется, вот очень-очень рекомендую. Очень вкусно. Валерий принес на днях. Посмотрите, какую бобину. Смотрите, какая она огромная. Кухонных полотенец. Ну, я вам описать не могу, какая она огромная. Она громезная просто. Просто громезная. И что интересно, она тонкая. То есть она не настолько плотная, как я привыкла, что чем плотнее, тем прочнее. Вот она вроде бы такая тоненькая, но двухшаровая, видите? Но она такая прочная. Я думала, что, знаете, вот эти тонкие, я брала. Вот, и вот у арабов, у марокканцев продаются тоже большие, но меньше. Ну, тоже большие, тонкие. Ну, вся бумага мокнет, и все на руках, на посуде, там что вытираешь, все остается, раскисает. Это нет. Я, кстати, думала, что это будет та же самая история. Нет, очень-очень прочная. Но, по-моему, это Валерий привозил
с Нидерландов. Посмотрите, какая она огромная. Просто огромный качан такой. Вот. Но на самом деле я так смотрю, что хватит надолго. Всем привет со вторника. У меня такой видон, простите меня, только вышла после душа. Сейчас уже, видите, почти 2 часа. Без 10, да? Да, без 10 2, то у меня зеркально, просто я ничего не пойму. Вот, я полдня сегодня была свободна, была дома, поэтому немножко поубирала дома. Вот, жарина просто неимоверная, девочки, мальчики. Настолько жарина, что даже невозможно ничего дома приготовить поесть. Духотища, я даже не представляю, что к этой духоте открыты везде окна на проветривание, но стабильно держится 30, ну пишется 31-30, но больше, понятное дело. На солнце у нас еще крыша накаляется, то есть у нас же крайний этаж, поэтому вообще духовка. И я не представляю даже сейчас что-то готовить, плюс к этому всему добавить еще, да, у меня мицеллярка, просто вытираю. Вы слышали, что СПФ, девочки, кстати, уже с 5 на 10 прыгаю, СПФ нужно только мицеллярной водой снимать. Вот, если вы наносите, потому что закупоривает поры. Вот, да, поэтому вообще на подножном корме сейчас практически ничего не готовим. Такого, знаете, прям что-то конкретного. Думали борщ приготовить там с мамой. Ну, точно нет. Ей еще и плохо там. Ну, жарина, ну куда тут еще борщ? Еще вот это вот ароматы вот эти вообще можно сдуреть. Еще учительница придет сегодня. Не хочется, чтобы она тут задыхалась в этих котлетах, в этих лесных запахах. Поэтому такое, знаете, что придется, едим. Вот сейчас должны мои мальчики купить пельмени. И думаю, что этим сегодня и обойдемся. Вот, они поехали в Валерычу, в больницу нужно. Вот Марк поехал за переводчика сегодня, потому что он тоже прекрасно общается, прекрасно переводит. Вот, а у Даши сегодня свои были дела. Ну, в общем-то, такое. Все, короче, все деловые. Страшное дело. Вот, ну, я сейчас вот уже помыла голову, освежилась после уборки. Вот, потому что прям с таким удовольствием прошлась по квартире с мокрой тряпкой, по углам. Мне кажется, прям легче дышать стало. Пыль здесь прям какая-то черная и жирная. Прям, знаете, прям такая вот берется черным-черным. Просто удивительно. Просто удивительно. Я думала, у нас дома прям пыль, ничего подобного. Здесь прям кошмар. И ее каждый день вытираешь, и все равно до лампочки. Все равно оседает. Так что вот такие пироги. Заехала сегодня в магазин после занятий, потому что закончились всякого рода мелочи. И покажу вам, что я купила. В принципе, ехала только Марку за тоником, чтобы лицо протирать. Ну и, в принципе, закончились порошок, такие мелочи бытовые, поэтому сразу же и то взяла. Начну с чего? Начну с вот такой вот мочалки. Вот такая вот обычная, но с одной стороны такая пожестче, с другой стороны помягче. Мне вот такими вот лучше всего пользоваться. Взяла вот такие вот себе 2 резиночки. Черная и вот такая вот, не знаю, как ее, золотистая, да, можно назвать. Девочки, это натуральный шелк стопроцентный. Вот, 2 штучки стоят 10 евро. Почему? Потому что самые щадящие качественные резинки, это шелковые, они совершенно не выдирают волосы. Вот как вот эти вот всякие пружинки, которыми я пользовалась, стала замечать, что они и так волосы лезут, еще резинки очень их выдирают. Поэтому вот взяла себе 2 вот базовые такие цвета, светлая и темная. Вот, считаю, хорошая вещь очень. Потом, ну, то, зачем ехала. Марку взяла Ларош его, вот, которым он лицо протирает. Ну, соответственно, ватные диски.
Потом взяла печеньки вот такие вот итальянские, бискотти с орешками. Потом вафли тоже итальянские, вот такие вкусные. Мне нравятся итальянские вафли. И Марку взяла. Барни, он их очень любит. Еще, не знаю, еще с малого возраста. Потом взяла, девочки, вот такой вот скатерть себе на стол. Хочу сюда постелить. Вот это уже пора снять, освежить, постирать. Хочется что-нибудь такого светленького. Вот, под цвет дивана. Одна, кстати, осталась. Вот только по краю идет синяя полоска такая. А вообще под цвет, ну, это вообще 100% лен. Вот, поэтому она прикольная. Не знаю, почему я ее раньше не взяла. Вот, ну, в принципе, наверное, и все, да? А нет, взяла еще два. Один вот для цветного, жидкий порошок, и черный. Черный, жидкий тоже для, да. Вот все, в принципе, все покупки. Хочу показать вам, потому что не снимала, в принципе, когда купила, вот такую вот рубашку. Лен коричневого цвета. Вообще коричневый мне сейчас как бы не очень нравится, но эта рубашка отлично села, отлично смотрится. И как бы так, вы знаете, вот, ну, очень благородно, поэтому я ее взяла. Между прочим, это производство Англии. Вот очень хороший крой, очень хорошее лекало. Посмотрите, вот спрятаны пуговки. Вообще она такая класснючая. Вот, поэтому, несмотря на то, что, повторюсь, коричневый мне не очень, почему-то сейчас уже, ну, в эту я просто влюбилась. Ну и к этой рубашке я взяла вот такие вот аксессуары, ну, бижутерию. Это в Заре я показывала. Кстати, когда купила, дома показывала, когда только распаковала. Вот такая вот повязка на шею. Ну, типа на чокер, я не знаю, или нет, или просто как бы повязка на шею. Просто завязывается. И вот, посмотрите, здесь такие красивые бусинки. Так красиво, очень стильно сделаны украшения. Вот. И компаньоном шла вот такая вот, тоже, ну, не знаю, как это назвать. Ну, тоже такое украшение на шею. Можно носить как раздельно все, так и вместе, да. То есть оно продавалось, конечно же, в упаковке вместе и довольно-таки классно, стильно выглядит. Тем более под мои очки, у меня очки золотистого цвета, я сейчас все больше ношу оправа, и поэтому очень хорошо смотрится. И даже под белую рубашку тоже лен, тоже вот такой вот комплект смотрится красиво, потому что у меня на ней коричневые пуговки. Вот, поэтому тоже красиво. Золотистая оправа. Даже под солнцезащитные очки коричневые тоже у меня есть, тоже очень красиво смотрится. Поэтому вот такие вот у меня обновки. Как-то покажу, когда надену рубашку. Я, в принципе, еще не надевала. Возможно, завтра. Вот я вам обязательно покажу, как это смотрится. Также, девочки, очень хочу поделиться. Нашла просто обалденнейший магазин чая. Ну, это просто открытие. Лучшие сорта, именно лучшие китайские сорта. Я вот здесь навыбирала, и Дашунька посмотрела, говорит: мама, это же самые крутые китайские вот сорта чая. И это идет, девочки, крупнолистовой чай. Вот, ну, это, по крайней мере, то, что взяла я. Здесь и белый, и молочный, и черный. Насколько у меня Валерыч очень такой, знаете, ну, очень капризный к чаям, он просто в восторге. Вот. Посмотрите, как стильно все упаковано. Чай очень качественный. Здесь, конечно, есть нюансы с завариванием чая, но сзади, видите, все расписано совершенно по граммам, как заваривать, при какой температуре, вот, сколько минут, сколько раз нужно сливать. Вы знаете, что китайский чай обязательно нужно первый раз сливать, потому что с первой горячей водой уходит вся пыль, вся грязь. В общем, столько нюансов. Я просто на самом деле в восторге, потому что он реально вкусный, да еще и по доступной цене. Вот. Магазин этот находится, в принципе, этот интернет-магазин находится здесь, в Антверпене, но полностью рассылка по всей Европе, ну, я не знаю, даже, может быть, и в Украину. Вот это нужно списываться, все обсуждать. Вот цены, я уже сказала, очень приятные. Вот. Делайте себе скрин. Мне пришла, получается, визиточка. Вон есть и сайт, и телеграм, и электронная почта.
Заказывайте, девочки, и получайте удовольствие, потому что чай на самом деле очень качественный, вот, и очень вкусный. И я же еще раз говорю, самые там миллион сортов, просто какие хочешь, вот, и наслаждайтесь, потому что сейчас лето, чай это просто первое спасение, наверное, в жару. Так, у меня уже Марк пришел с тренировки, я поставила кастрюлю сварить для него пельмени. Вот, ну и там на подходе туда-сюда через часик-полтора муж. Нужно какой-то обед приготовить. Ну, у меня все просто. Забыла уже, когда что-то выдумывала. Вот, придумывала, извращалась, так сказать, в плане готовки. Сегодня у меня котлеты. Вот по кругу. Так ходим, ходим, ходим. Вот лук, чеснок. Я сейчас все это перебью. Добавлю хлеб вот самым обычным бабушкиным рецептом. Пользуюсь всегда, ну, когда готовлю котлеты. Сейчас такой период, после сумасшедшей жары. У нас здесь жара была, я вам просто описать не могу. Целая неделя была, ну, просто конкретно за под 40, какой там за 30, под 40 было. Мгновенно квартира нагрелась, здесь такая была парилка. Вот теперь наступила, пожалуйста, вот такие вот тучи, похолодало. Дождь такой пойдет стеной, вот просто стеной. Сегодня я шла с языка, и внезапно, ну, туча была черная, как нашла. Такой полил дождь и гроза, что реально страшно. Думаешь, можешь попасть после новостей, знаете, как посмотришь, что вообще происходит, что людей прям на улице бывает, молния убивает, да. И я не знаю, не хочется мне, конечно, вот, оказаться также в новостях, если честно. Так что вот так вот солнышко через секунду может быть уже черным черно и лить просто. Это не дождь, это я даже не знаю, ливеняка какая-то, как с ведра. Это точно. Пока у меня тушатся котлетки, у меня здесь постоянно вот это вот морока с мусором, постоянная сортировка. Вот я сейчас пластик. Сначала мы собираем в такой пакет мусорный, а потом я сортирую уже по таким вот, по специальным. Вот я уже пластик отсортировала. И вот здесь бумага у нас. Вот сейчас вниз спущусь, чтобы здесь в квартире не захламляться этим мусором. Ну, потом раз в неделю, как я вам уже рассказывала неоднократно, его забирают. Пищевой мусор каждую неделю, он такой бытовой, в рест белых пакетах. И через неделю, одну неделю пластик, одну неделю бумага. Вот так. И еще у меня просто кошмар во всех кухонных шкафах. Посмотрите, что творится. Ну, как бы на камере все это выглядит более-менее, но на самом деле нет. Вот там сзади тоже всего куча. Нужно сейчас как-то так все расставить, чтобы было видно. Вот, допустим, чаи вот так вот неудобно стоят. Печенье. Ну, вы сами видите. Так, ну все, холодильник помыла. В шкафу убрала в этом. Сколько всего повыбрасывала. Отсюда тоже сколько всего выкинула. Потом мусор перебрала, как вы видели, уже не один раз. Здесь тоже более-менее все поскладывала. Ну, в общем-то, пока на время холодильника намыла, натерла, вытяжку намыла, печку. Здесь все, ну, такое, не знаю, на недельку. Будем надеяться, хватит. Вот потом опять 25, потому что пыль летит просто неимоверная. Вот она какая-то жирная и прилипает намертво. Нужно только с моющим ее отдирать.
Вот, так что все. Тут все чистенько. Буду сейчас нидерландский учить, потому что завтра будет тест. И лимон может тоже ничего. Лимон, ну как лимонная вода. Так, я уже дома зашла в магазин. Сегодня планирую приготовить борщ. Вот поэтому купила большинство продуктов все на борщ. Купила вот таких вот 3 упаковки капусты, потому что не было прям в джамбо в нашем, прям, ну, кочана, обычной капусты белой не было. Были вот такие, только порезанные. И то была белокочанная, 1 пакет остался. И вот этих вот уже осталось по 200 грамм, там всего ничего. Да, вот такие вот странности. Потом взяла хлеб для тостов, завтра суббота. Морковку взяла уже порезанную, так выгоднее. Сразу кинула на сковородку, раз. И все. Она не так пропадает, как кладешь вниз обычную. Паприка, ну и облегчает, и время сокращает готовки. Потом взяла вот такие вот на вечер просто свиные вот эти вот стейки. Они такие сухонькие, но я такие люблю. Вот больше люблю, чем жирные. Потом взяла вот ребра. Они были со скидкой. Я прямо сейчас все порежу и сварю на ребрах. Они, видите, тоже не жирные, они больше такие мясные. Приготовлю борщ на них. Потом взяла помидорки, пока муж дойдет до марокканского магазина, до какого-то там, пока на завтрак. Какие-то нужны вот такие вот. Сыр взяла. Масло тоже такого масла, как я обычно беру, не было, поэтому вот такой вот взяла. Он гизоутен, наверное, скорее всего, но без соли. Вот. Потому что солью я что-то уже наелась, надоело. Молоко 2 тоже, я не пойму, что прям сейчас уходит со страшной силой. Потом вот взяла Хейнс томат вот, и пасту. Хейнс не было, пасту взяла джамбо. Мне Хейнс больше нравится, мне кажется, она не такая какая-то химозная. Вот. Хотя белги доказывают, что у них ничего нет химозного. Хлеб взяла такой обычный, к борщу. Вот. И в воду клянутся, божатся, что у них вода хорошая, что вообще идеальная. И что мы видим? Накипь на чайнике, видите? Нужно что-то покупать. Вот, не считаю я, что вода. Вот поэтому покупаем. Я уже вам показывала. Спа. Ну, вот такая вот закупочка у меня была сегодня на 35 евро. Учитывая, что мясо взяла по скидкам. И вот это, и вот это. Вообще стоило 8,36. Взяла за 6. Ребра стоили 6,77. О, господи. 77 копеек. Ой, господи. Да, скидка, конечно, сногсшибательная. Ну, ладно, все. В общем, готовлю быстро борщ, потому что в 4 придет
к Марку учительница по математике. У него скоро. Он собирается сдавать НМТ. 16 числа будет в Брюсселе. Вот, поэтому сейчас 3 раза в неделю занимается математикой. Такая тенденция здесь происходит с общественным транспортом. Метро, трамы, автобусы. Что вот человек вот, ну, не успевает, бегит. То есть стоит на остановке там автобус. Вот сейчас в данном случае был автобус. Человек уже подбежал. И прям вот трогается у него под носом. Но видно же водитель, у них там хорошая камера стоит, хороший обзор, там зеркала, видно. Потому что когда-то... Я очень часто сижу на передних местах и вижу, что у него обзор со всех сторон, всех дверей. Видно, что человек уже у дверей, и он берет в этот момент, трогается. Это очень часто такая история, я и сама не один раз вот такие вот попадала. Я уже добежала, уже трогаю дверку, и он в этот момент берет, трогается. Вот такое вот хладнокровие. Только что девушку ехала в автобусе, мне было очень жаль. Она так бежала, такая запыхавшаяся, и уже вот стоит, и он в этот момент просто берет и отъезжает. Тем более между автобусами обычно промежуток полчаса где-то. Вот. И уже можно человеку дать возможность заскочить, но нет. Один раз у меня только было, что мы бежали в школу, ну точнее шли в школу втроем, с Марком, нет, вдвоем с Марком были, и я увидела автобус, как бы нужно было большое расстояние там еще пробежать. И я начала бежать, а потом поняла, что ну, не будет он меня столько ждать, и остановилась. Ну, смотрю, автобус стоит и стоит. Вот. И мне люди машут оттуда, представляете? И он меня дождался, я села, и потом, когда я вышла, оглянулась водителю помахать, он улыбался и тоже мне махал. Ну, это был просто уникальный случай. Вот такой, больше, конечно, такого я не видела, честно. Вот. А Марк еще в тот день был без проездного, без своего. И тоже я говорю, давай быстрее, он уже со мной. А он у меня нет проездного, кричит. Короче, это было такой цирк вообще был. Но тем не менее, очень было приятно. Ну, мы заплатили просто отдельно без проездного. То мы проездной на месяц покупаем, а это просто заплатили за разовый проезд. Вот, чтобы там не подумали, потому что сейчас кто-то же прицепится за то, что мы там ездим бесплатно. Нет, заплатили просто как за разовый проезд. Кстати, 3 евро стоит проезд по городу в общественном транспорте, ну, в течение часа. Вы можете заплатить 3 евро, купить один билет, и в течение часа, допустим, с метро пересесть на автобус, этот билет действует. Ну, главное, что час. Вот, по городу. Вот так вот. Вот такая вот история. Утром было солнышко, ничего не предвещало, кроме прогноза погоды. Вот и то, 6 часов вечера. Вот вам, пожалуйста, сейчас 2 часа дня. Вот, дождь. Дождь, но тепло. Вот. Вот так и живем. Вот это вот начинается программа выходного дня. Летом действует постоянно такие акции. Напитки, ну не пройдешь, смотрите. Господи, напитки бесплатно. Дам его. Но из-за этого смотрите, что творится. На улице там пару точек, здесь у входа только очередь собирать. Вот, видите, здесь что-то, тоже что-то. Ну, в общем, мы всегда выбираемся с Валерием в субботу, потому что, ну, как у всех нормальных людей, да, выходные. И вот людей много и везде, соответственно. Вот. И в этой толкучке участвуешь. А, конечно, будний день немножко все это поспокойнее, если удается кому выбраться. Давай. Да. Смотрите, какая вкуснота здесь. Ну, оно, как на мой вкус, оно выглядит красиво, а начинаешь пробовать, оно, ну, ничего такого. Все сладкое, какое-то сильно сладкие крема обычные, без каких-либо привкусов, там, фруктовых. Поэтому только так полюбоваться и все. Всех дождь загнал в пассаж.
клубника в шоколаде. А Валерий судит, находит какие-то акции. С ним не пропадешь. Мы, короче, уже с Валерием встретились. Знаете, как выглядит красиво? Как в Милане прям. Желтый арбуз. Это арбуз. Да, я думала дыня. И начала отказываться было. Ну, смотрите, угощают. Вкусный и правда сладкий. Ой, я еще вроде бы как немножко проголодалась уже. И теперь всего хочется. Вот это нельзя ходить, когда ты голоден. По этим всем мероприятиям. Вот специи. Смотри, Валерий. 8 евро. Смотри, какой кулек. Не знаю, что это за свет. Начинает сразу камера дрожать. Аромат здесь. Аромат. Каркаде. Каркаде у нас хватает. Это травы. Чаи. А чай с фруктами, Да, с кусочками. Ой, сюда. Вот это галдеж, да? Там со стороны здесь такие звуки, как будто бы, знаете, вот люди на стадионе, вот огромное сборище людей, обычно как на стадионе. И там вот этот шум, который вот в этом пространстве замкнутом. Гул людей. Вот точно так же и отсюда доносится. Слышите, как будто бы, не знаю, скандируют там что-то. Смотрите, столько людей, понятно, что все они о чем-то там себе разговаривают, и в общем такой гул. А были где? Были там. Там, да. Мне с этого нравится только вон, жамбон. Ветчина вот такая вот. Ну, вон вверху тоже. А вот колбасы мне не нравятся их. Чересчур, ну, специями заправленные. Всякие итальянские штучки. Пасты, масты. Там. Ноги привели нас сюда. И, как всегда, без рыбки никуда. А что, рыбка это святое. Ну да. Ой. С пылу с жару. Прям горячая. Это же одно филе, да? Ни капли нет, ни косточек, ни жира. Ничего. Вкуснятина. А, вон, видите? Смотри, какая красота вокруг. Вкусненько было очень. Ну, опять вон тучка. Быстро. Тучи вообще, они прям как такое ощущение, как плывут. С бешеной скоростью. А сейчас дольше, да? Весной в 2, да, уже рынок этот разбегался. Сейчас уже сколько? Уже 3, а там еще, глянь, на полным ходом идет. До 4. А воскресенье... А, сегодня же суббота, точно.
Точно. Мы обычно по воскресеньям, поэтому в 2 часа дня он уже они же с Нидерландов здесь приезжают. Они уезжают, а сегодня же суббота, да, точно. Вот и попробуй здесь планы какие-то себе построй. Пожалуйста. Опять дождь пошел. Все равно, крути не верчи, а гулять под зонтом не очень удобно. Так вот и небо затянуто. Все, закончилось. Пошли. Так, мы гуляем, куда глаза глядят, лишь бы домой не идти, потому что погода вообще не летная на самом деле. Это что такое? Погода вообще не летная. Ну, гулять по улице, вот это вот, постоянно этот зонт. Вот. А дома вообще не хочется. Ну, что его. Я вчера посидела денечек и уже насиделась в кафешечке. И уже, здесь мы, кстати, не были. Наверное, какой-то авторский, это какие-то дизайнерские вещи. Ну да, машинки, видите. Ну, я такое не очень люблю. Как правило, оно такое, лишь бы что, знаете. Это дизайнерский магазин. Ткани вообще изумительные, конечно. Вот видите, какие брюки. Смотрите, карман светлый. Интересно. Футболка красивая вот с таким вот. Это отдельно надевается. Ну да, сейчас и кружевные такие делают. Прикольно. Здесь же в Антверпене, вот это вот, Валера, знаменитая антверпенская, я вот забыла, 6 или 9. Ну, их называют. Антверпенская. 9 или 6, или 4. Да не, 6, по-моему. Вот эти вот, ну... Музыканты? Нет, не музыканты, модельеры. Это, между прочим, здесь считается очень, ну, модная вот эта вот история, да, что Антверпен это здесь, как бы, здесь же есть школа вот именно, ой, модельная, и довольно-таки она такая, как бы, серьезная. Мы же были в этом, скажи мне, музее моды. Пошли туда, через дорогу, да? А вон прямо, смотри, Валер, не хочешь туда? Вот что для мужчин, скажи, ничего хорошего. Вот что ему хорошее нужно? Чайный магазин. Мы же только что здесь были. По-моему. Мы немножко спрятались от дождя вон в том заведении, которое прямо. Ну, вот. И видела, что здесь какая-то зона, что-то новое поставили. Здесь все фоткаются. И думаю, нужно будет, когда выйдем, обязательно посмотреть, что здесь. В итоге не пойму, что это. Ну, какие-то растения. Experience not arrangements. В общем-то. Красиво. Ну да, это как выставка. Это вот мята. Это я не знаю, как называется, но в детстве у нас были все площадки усеяны калачки, помните? Фрау Вен Мантел. Как это на ихнем так. Боже мой, это тоже травка. Это, короче, все известное. Смотрите. Все то, с чем мы выросли. В детстве. Да.
Ну, это как бы лекарственное, да, наверное, Да, растение, я да, думаю, что-то такое. Подорожник. А, вот по дороге. Да. Прям лопухи такие, ну да, потому что подорожник так подорожник. Мне кажется, у нас уже нет подорожника, да, давно. Я не видела. Домой мы уже пришли, нагулялись. Господи, еле ноги притянули, честно. У меня почему-то пятки сильно болят. Вот. 150 раз под этот дождь попали. Это, конечно, сейчас погода удивительная для лета. А еще 2 коробочки конфет сегодня вот нам презентовали. Как презентовали? Выходим мы с трама, и я решила пойти на передние двери, выйти, пока он там останавливался, трамвай потихоньку. Я шла к передним дверям, чтобы по улице меньше идти, потому что накрапывал дождь. Думаю, выйду через передние двери и как бы ближе, получается, в любом случае на несколько метров, ну, как бы к дому, да. Вот. И пробегая, увидела, что полупустой был вообще трам, что на сиденье лежит телефон, iPhone. Вот. Потом еще удивительно, думаю, возьму, потому что кто-то сейчас приберет к рукам. Вот. И думаю, сейчас наберу. Ну, если получится. Нет, люди же все равно будут искать, позвонят. Открываю телефон, ну, нажимаю, а там вообще получается, ну, видно, понятно, что это телефон, потому что новости на экране, на главной странице внизу, ну, новости Украины, что у нашей девочки телефон, красный чехол, все. Вот, ну и дошли домой, дома уже девушка позвонила, в общем-то, я ей сказала адрес, приехали, забрали, и вот отблагодарили 2 коробочки конфет. Вот она с парнем, с бельгийцем, в общем-то, была. Так что вот такие у нас вечером будут сладости. Как раз я чаек заварила, вот, будем сейчас смаковать, наслаждаться. Суббота этой дождливой, просто неимоверно.